Привет, друг, ты на канале KirTop. Очень часто мы жалуемся на состояние дорог в России, однако в мире существуют дороги куда более ужасные и опасные, чем в нашей стране. Самые опасные дороги мира представляют собой невероятное зрелище. Обрывы, повороты, резкие подъемы и неожиданные спуски могут появиться будто из ниоткуда. Давайте узнаем, каких дорог следует избегать не только новичкам, но и водителям со стажем. Дорога на горе Тяньмэнь, Китай. Также известна как дорога к небесным вратам, ведь считается, что все, кто побывал на дороге Тяньмэнь, прикоснулись к небесам. Однако для того, чтобы сделать это, необходимо преодолеть очень тяжелый путь. Горная дорога Тяньмэнь считается самой опасной дорогой в Китае. Строившаяся с 1998 по 2006 год, дорога имеет 99 поворотов, расстояние между которыми колеблется в промежутке между 200 и 1300 метров. Дорога была построена всего за 8 лет и по праву считается самой опасной в мире. Те, кто не хочет рисковать жизнью и пользоваться таким маршрутом, могут прокатиться на канатной дороге из города Чжанцзяцзэ прямиком на вершину горы Тяньмэнь. Колыма, Россия. Дорога, соединяющая Магадан и Якутск, широко известна как дорога смерти. Первые 90 километров этого участка были сделаны заключенными в середине 14 века, а строительство завершилось только в 20 веке. Трасса богата на перепады высот и резкие повороты. В силу сурового и холодного климата трасса большую часть времени покрыта льдом, который ничем не посыпают. Ограждений практически нет, а местность тут гористая, нередкость подъемы и виражи. Свалиться вниз, если переборщить со скоростью или забыть навыки управления на скользкой дороге, проще простого. Виадук Мийо, Франция. Это чудо инженерной мысли, один из высочайших мостов в мире, длиннейшая из опор которого равна 343 метров, что даже превосходит по высоте Эйфелеву башню. Высота моста над землей достигает 270 метров. Благодаря гигантскому виадуку, который протянулся над долиной реки Тар, стало возможно скоростное движение от Парижа к городу Безье. Постройка моста обошлась стране в колоссальные 400 миллионов евро. Виадук был построен за 3 года и был открыт в декабре 2004 года. Мост сразу же был признан одним из величайших технических достижений современности. Виадук Мийо пользуется огромной популярностью среди туристов и входит в список самых интересных достопримечательностей Франции. Особенно невероятно мост выглядит в облачную погоду, когда облака собираются над конструкцией. Кажется, будто виадук висит в воздухе и не имеет ни одной опоры. Лестница троллей, Норвегия. Норвегия попадает в список стран с самыми опасными дорогами благодаря лестнице троллей. Дорога расположена между горными вершинами в регионе Вестланд. Эта красивая горная дорога была открыта еще в 1936 году после 8-летнего строительства и стала популярной достопримечательностью страны. Вдоль дороги есть несколько смотровых площадок, откуда открывается просто невероятный вид. Крутой склон и 11 разворотов лестницы троллей, которые ограждены от обрыва лишь невысокими ограждениями из природного камня, заставит ваше сердце бешено колотиться, но только в весенние и летние месяцы. Зимой и осенью дорога закрыта из-за погодных условий. Зоджила, Индия. Эта узкая дорога всегда забита машинами и грузовым транспортом. Зоджила считается одной из самых важных дорог в Индии. Она расположена на высоте 3528 метров над уровнем моря, что и делает ее такой опасной. Движение в основном одностороннее. Сначала едет один ряд, потом через несколько часов другой. А еще дорога Зоджила открыта только с 4 утра до 4 дня. Горный тоннель Гуолянь, Китай. Высоко в горах Тайхан расположена некогда изолированная от остального мира деревня, до которой можно было добраться лишь по предательски опасной тропинке, проходящей по краю горы. В 1972 году несколько жителей деревни решили изменить ситуацию, прорыв тоннельную дорогу в горе, работая при этом исключительно ручными инструментами и не имея никакого опыта в проведении строительных работ. Осуществление задуманного отняло 5 лет жизни и 1 жизнь, но движение автомобиля было запущено в 1977 году. На сегодняшний день это привлекательное место для искателей острых ощущений, игнорирующих тот факт, что это самодельный тоннель, прорытый в горе руками. Пассаж Дюгуа, Франция. Самое интересное по поводу этой трассы то, что она открыта только в определенные часы каждый день и погружается под воду в остальное время. Так что убедитесь, что вы внимательно изучили графики приливов, прежде чем планировать поездку.
Мост Эшима-Охаси, Япония. Несмотря на то, что секрет впечатляющих фото этого моста кроется в выверенных углах съемки, нельзя игнорировать то, насколько он необычен. Возведенный в 2004 году мост был сконструирован настолько высоким, что под ним могли проходить огромные суда. Кроме того, Эшима-Охаси является третьим в мире по величине бетонным мостом. С первого взгляда кажется, что подъем на мост можно сравнить с попыткой взобраться на отвесную стену. По факту угол наклона моста составляет всего 6% с одной стороны и 5% с другой стороны, что вполне по силам преодолеть водителю с небольшим стажем. Семимильный мост США. Эта дорога одна из самых известных достопримечательностей в Америке и одна из ярчайших в списке самых опасных и впечатляющих дорог мира. История этого сооружения начинается еще в 1909 году, но современный вид мост обрел в период с 1978 по 1982 год. Мост является одним из символов Флориды, сразу после Микки Мауса, и был использован в нескольких фильмах и телесериалах, таких как «Лицензия на убийство», «Правдивая ложь», «Двойной форсаж» и «Миссия невыполнима 3». Невероятная инженерная конструкция, протянувшаяся над открытым морем, соединяет между собой Флориду Кис и остров Найтский. На сегодняшний день семимильный мост является самым длинным в Америке. Атлантическая дорога, Норвегия. Атлантическая дорога соединяет несколько крошечных деревень. В путешествие по этой дороге стоит отправиться ради красоты суровой северной природы, красивейших деревенек и множества туристических точек. Дорога в буквальном смысле, проходящая по воде, является одной из самых ярких достопримечательностей Норвегии. А уж в этой стране как нигде умеют и красоту природы подчеркнуть, и технические достижения использовать на полную. Сани-Пас, ЮАР и Лесото. Невероятный перевал Сани-Пас является самым высоким горным перевалом в ЮАР. Он начинается на высоте 1544 метра над уровнем моря и поднимается до высоты 2876 метров. Растянувшись на 9 километров от Ундерберга к Квазулу-Наталь в Южной Африке и до Макатлонга в Лесото, дорога требует очень надежного автомобиля и максимальной осторожности водителя. Продвигаясь по маршруту, водители могут наблюдать останки других автомобилей, яркое напоминание о том, насколько важно быть внимательным на дороге. Кхардункла, Индия. Дорога поднимается на 5602 метра в горы, то есть выше Эльбруса. Кхардункла – самая высокая дорога на планете, как сообщает National Geographic. Она даже занимает свое почетное место в книге рекордов Гиннесса. Для посещения перевала Кхардунг иностранным туристам требуется получить специальное разрешение в Лехе. Похоже, что власти Индии завысили высоту перевала, чтобы получить пальму первенства, так как в Тибете есть еще пару перевалов с дорогами, построенными выше 5377 метров. Перевал Лос-Караколес, Чили. Благодаря огромному количеству невероятных поворотов, перевал Лос-Караколес имеет прозвище «Улиточный перевал». Маршрут от аргентинского города Мендоса до столицы Чили Сантьяго один из самых тяжелых в мире. Не каждый водитель решится проехать по этой дороге. Крутые спуски Лос-Караколеса, покрытые снегом, большую часть времени требуют особого терпения и непревзойденных навыков вождения. Это, однако, не останавливает водителей грузовиков и даже двухъярусных туристических автобусов, которые вынуждены курсировать здесь ежедневно. Мост через Сыдухе, Китай. Подвесной мост через реку Сыдухи имеет длину 1222 метра и пересекает живописную долину. Длина подвесной части составляет 900 метров. От одного взгляда на фотографию этого моста захватывает дух. И просто невероятные ощущения ждут того, кому посчастливилось проехать по нему. До 2016 года мост через Сыдухе был самым высоким мостом в мире. Он расположен на высоте 488 метров над пропастью. Мост настолько длинный, что при его постройке впервые в истории для переброски первых несущих тросов использовались ракеты. Шоссе Далтон-Аляска. Одна из самых опасных и сложных автомобильных дорог находится на Аляске. Шоссе Далтон уже давно ассоциируется у местных водителей с повышенной опасностью. Эта дорога, протяженность которой составляет 141 милю, была построена, чтобы соединить расположенные на Аляске нефтебазы с другими участками страны. Уже много лет по дороге перемещаются преимущественно грузовые автомобили, а потому участок с ровным покрытием отыскать здесь буквально невозможно. Дорога Юнгас, Боливия. Прозванная дорога смерти, дорога Юнгас не зря считается самой небезопасной и смертоносной дорогой в мире. Ездить по этому пути чрезвычайно опасно для жизни. В 2006 году была опубликована новость о том, что эта дорога забирает 200-300 человеческих жизней в год. Кроме того, более 30 машин и автобусов разбиваются или даже падают в пропасть ежегодно.
Самая трагическая авария произошла летом 1983 года. В пропасть упал пассажирский автобус, что унесло жизни более 100 человек. Дорога Юнгас была построена в 1930 году во время войны. В строительных работах участвовали заключенные из парагвайских тюрем. Большая часть пути имеет ширину всего 3,5 метра, а некоторые участки дорог настолько узкие, что здесь трудом проезжает даже один автомобиль, нависая колесом над пропастью. Один неправильный маневр может отправить машину со всеми пассажирами прямиком в пропасть, средняя глубина которой составляет более 600 метров. Несмотря на отсутствующее местами дорожное покрытие и ограждение, возможность обвала или оползня, а также всевозможные запреты, дорога стала главным экстремальным развлечением для любящих острые ощущения велосипедистов, как минимум 18 из которых гибнет каждый год на этой дороге. После увиденного больше никогда не говорите, что у вас в городе ужасные и опасные дороги. Ваши ни с чем не сравнятся с увиденным. Подписывайся на канал, жми на колокольчик. Всем пока.